Меня попросили сказать несколько слов перед этой картиной. Я выступаю в роль необычной для меня, потому что люди моей профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. Но тема этой картины волнует меня и моих товарищей, и поэтому я думаю, что это оправдывает некоторые отступления от наших правил. Вы, вероятно, читали в газетах заметки, которые в последнее время довольно часто появляются, о том, что в некоторых капиталистических государствах проводятся опыты по использованию бактериологических и химических средств массового уничтожения людей. Эти последние в особенности страшные, потому что они поражают психику людей и уничтожают его нервную систему. В английском городе Портоне, в канадском Саффилде имеются лаборатории, в которых хранятся возбудители самых страшных эпидемий, которые когда-либо поражали человечество. Во время войны мне довелось встретиться с одним немцем, врачом, отъявленным нацистом, который цинично заявлял о том, что необходимо уничтожить беспощадно всех неполноценных людей во имя улучшения человеческого рода. Эти бредовые идеи не погибли вместе с гитлеровской Германией. В Соединенных Штатах Америки я встретился с одним американским офицером из форта Детрика и военно-химической лаборатории, которые там существуют, который выражал той же самой мысли. Всякий раз, когда подобные люди имеют в своих руках такие страшные средства массового истребления, встает вопрос раскрыть их замыслы, раскрыть для того, чтобы избежать катастрофы. Ради этой идеи работал мой коллега Рихард Зорге и мои товарищи, о которых рассказывает эта картина. Конечно, страна не названа, изменены фамилии и имена, но основа картины подлинная, как подлинна та борьба, которую мы ведем. Мы люди, которые стремимся предотвратить войну.
За мои 42 года меня никогда не фотографировали так много. Они фотографируют меня целый день. Не всегда удается увернуться, и, возможно, у них есть фотография моего лица. Я не думаю, что это финал. Просто они начали слежку. Портье, наверное, предупрежден и вступил в игру. Если это серьезно, не удастся выйти из номера. Рискнем. Утром на всем побережье ожидаются дожди. Во второй половине дня возможны прояснения. Температура воздуха 19 градусов, температура воды 13 градусов. Теперь избавиться от хвоста, если он есть. Нет, они не захотят показать себя сразу. Они могли уже проверить номер. Горничная, звонок по телефону, починка телевизора по ошибке. Очень мало времени. Очень мало. Надо предупредить людей. Надо предупредить. Выйти бы сейчас где-нибудь на Арбате или на улице Горького.
Неужели этот человек идет за мной? Нет, он просто торопится. Я деловой человек, я спешу. Я спешу, ничего страшного. Ну вот и все. Все. Пожалуйста, аннотацию последнего сообщения по делу Хасса. След реальный, упускать нельзя. И потом Хасс. Хасс действительно крупная фигура. Вот в чем дело. Сообщение Л-166. В Лиссабонском аэропорту 2 марта убит связной между Хассом и западногерманской разведкой. На убитом обнаружены билеты из Даргейта и шифровка о закупке сырья для массового производства газа RH. Указан срок окончания работ – 12 ноября. Какие предположения относительно мотивов убийства? Предположение одно. Американцы боятся, что RH попадет к западным немцам. Видимо, Хасс ведет двойную игру. Существует мнение, что о разведке достаточно профессионально может судить каждый. Это заблуждение основано на глубоком изучении детективных романов. А между тем разговор этих двух разведчиков был бы так же малопонятен для непосвященных, как разговор двух математиков или астрономов. Чтобы понять суть дела, нам необходимо знать только следующее. Первое, что в городе Даргейте под вывеской фармацевтического центра немецкий военный преступник доктор Хасс заканчивает работу над новым психохимическим оружием газом RH. Адмирал Ван Пельц, Соединенные Штаты. 2 баллонов газа RH при условии правильного распределения достаточно, чтобы превратить любую армию или любой город в дезорганизованное стадо слабоумных. Второе. Человек, убитый в Лиссабонском аэропорту, был связным между Хассом и западногерманской разведкой. Третье. Делом Хасса занимается наш разведчик Ладейников. Основная сложность – это положение Ладейникова в стране. Неделю назад он обнаружил, что кто-то обследовал его портфель. Портфель он хранил в банковском сейфе. Правда, там были только коммерческие бумаги, ничего опасного. Но, видимо, слежка началась. Контрразведка, полиция. Сейчас мы это выясняем. Конечно, в этой ситуации разведчика надо было бы немедленно отозвать из страны. Но только что получен новый материал по Хассу. И Ладейников просит разрешить ему остаться в стране. Разумеется, переехать в Доргейт, сменить документы, прикрытие и прочее. А какие гарантии? Только он сам. Ты устала. На сегодня хватит. До завтра. Новые документы. Билет на самолет на 6 утра. Фотографии без усов, поскольку ты теперь не Стэндел, а Лонсфилд. Владелец фирмы музыкальных автоматов. Пропал. Что? Билет на самолет. Еду в Даргейт. Ты можешь мне объяснить, что произошло? Хасс
Опять его след. Все сначала. Есть хочешь? Очень. Они применили старый код. Мое мнение, конечно, тебя не интересует. Нет, не интересует. Где краситель? За ширмой. Передник надень. У нас даже нет портрета Хасса. Нужен человек, который мог бы его опознать. Я не верю в это дело. Не верю, понимаешь? Господа, наша шхуна заминирована. Дайте я проверю ваш пульс. Должен вам сообщить, достопочтенный незнакомец. Ваш покорный слуга, капитан Лемюэль Гулливер, начал плавание в должности судового врача. Который час? На моем хронометре без 2 минут 12. Спасайтесь! Все бросайтесь за борт! Сейчас мы все погибнем! Осталась 1 минута! Капитаны! Шорохе мышином, скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких трофей, где бы не видели. Простите, пожалуйста. Это вы меня? Здравствуйте. Я из комитета госбезопасности. Помилуйте, ну почему именно я? Почему? Неужели недостаточно для одного человека? Концлагерь, партизанский отряд и 2 ранения. Наконец, у меня вегетативный невроз. Дети у меня, в конце концов. 2 детей. Разве я могу рисковать? Мальчик и девочка. Я занят в театре в 5 спектаклях. Я не могу наплевать на коллектив вот так вот с бухты-барахты. Это все-таки коллектив. И потом у меня телевидение, тракты, вот репетиции начинаются, елки вот скоро будут. Роль в кино предложили маленькую, но со словами. Боже мой, что я говорю? Поверьте, я не за себя боюсь. Спасибо, Иван Павлович. Мы все поняли. Поверьте. Спасибо, все в порядке. Единственная к вам просьба. Пожалуйста. Помогите восстановить нам портрет доктора Хасса. С удовольствием. С большим удовольствием. Время можно найти, это можно договориться с театром всегда. Я думаю... Верните глаза. Вот, теперь похоже. Нет, нос не тот. Не тот. Форма не та совсем. Да. Тоньше, Да, губы тоньше, гораздо. тоньше. Нет, и губы тоньше тоже. Да. Иван Павлович, ну хоть посоветуйте. Вы же этих людей лучше знаете. Кого из них можно послать за кордон опознать Хассу? Вы же понимаете, он мог и пластическую операцию сделать, и вообще измениться. А манеры, привычки? А лицо ощупывать? А так как слепой? Может быть, Гончаренко? Ну что вы? Он же 8 месяцев в году в больнице. Они же все прошли психохимическую обработку. Как раз весной 44-м убежали, а летом Хасс стал свой RH пробовать. А Левков? Ведь он же с вами бежал. Да. Он с нами бежал, не спорю. Витюша хороший парень и все такое. Но не то, что иностранные языки. Он и русский-то не очень знает. У него 5 классов. Зато вы отлично знаете немецкий. Свободно говорите, читаете, пишете без ошибок. Даже песни немецкие помните. Алексей Николаевич, прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. На какую, так сказать, мысль меня наводите. Поверьте, не могу. И потом вообще я боюсь. 7-й вариант. Похож? Что-то есть. Ну, что вы посоветуете? Ну, вот если бы вам
Этого человека нужно было загримировать под Хасса. Что вы стали делать? Что бы я стал делать? Я бы опустил бы уголки рта вниз. Вообще рот вниз. Угу. Вот так. Вот так. И нос провел резкую черту. Вот так. Ага. Обозначил бы носогубную. Вот здесь слева. Ага. Вот так, пожалуй. Глаза. Глаза вообще чуть-чуть все собранней. Все. Похож? Похож. Сейчас похож. Похож. Еще одна просьба к вам, товарищи. Постарайтесь припомнить, что вы еще знаете про Хасса. Может быть, какие-нибудь привычки, причуды, увлечения. Бульдог у него был. Такой жирный, низенький. Рыжий. А я вот еще помню, как они с комендантом лагеря с овчаркой занимались. Тренировали. Собаку на поводке. Часы у него еще были с музыкой. Откроет их и слушает, пока не заиграют. Да, Верно. правильно. Старинного типа, такие круглые. Да, большие, серебряные. Да-да. К старинной музыке он действительно был неравнодушен. У нас посреди лагеря репродуктор был воздвигнут, так сперва все военные марши играли, такие, знаете, немецкие танго. Тари-па-па-па-пам. А когда Хас появился, то пошел клавесин, орган. Знаете, Вивальди, Гайден, все такое. Пластинки он, наверное, с собой привез. А в лаборатории был такой тихий, деликатный. Задумается так. Лицо рукой прикроет. Эта концентрация рассчитана скорее на спинномозговые эффекты. Как он собирается выйти на Хасса? Пока все против нас. Фотографии нет. Теперешнее имя неизвестно. Адрес, связи, знакомств почти ничего. Ну вот, словесный портрет составили. А это актер? Саушкин. Слишком большой риск. Человек бесконечно далекий от разведки. Играет в детском театре Робинзона Крузо. А вам что, Гамлет нужен? Хороший физиономист. Великолепная реакция. Хорошо говорит по-немецки, на баварском диалекте. Все это хорошо, но у нас нет времени на его подготовку. И потом человек из лагеря смерти бежал. Павел Константинович, он сам не хочет ехать. Правильно делает. Вы же ему не путевку в Сочи предлагаете. Вы его пока не сделали участником нашей работы. Вот когда он поймет и почувствует, как много от него зависит, я думаю, он согласится. Но не согласится, значит, это не тот человек, на которого нужно делать ставку. Что это? Немецкая пленка, снятая в конце 1944 года. Первые опыты с RH-12. Посмотрите. Может быть, здесь есть Хасс.
почему вы курите сигареты? Трубка бы вам больше пошла. А вам пошло бы длинное платье. Совсем длинное и сидеть боком в седле. Какая больше вам нравится лошадь? Черная или белая? Серая. В яблоках. Элис. Мистер Лонсфилд, тут про вас говорят страшные вещи. Ну, этого и следовало ожидать. Самые большие сплетни рождаются в самых маленьких городах. Да, говорят, что вы хотите превратить Доргейт в Монте-Карло. Неплохо было бы. Что вы собираетесь расставить по всему городу игральные автоматы и разорить всех. Вот это идея, Элис. Неужели никто еще до этого не додумался? У нас есть только собачьи бега, и за них у меня в воскресенье не бывает ни одного клиента. Еще говорят, что вы хотите купить Кегельбан. И вы верите всем этим разговорам? Напрасно. Вот Кегельбан я действительно собираюсь купить. Я ставлю эту пластинку вторую неделю. За это время в кафе перебывали почти все сотрудники фармацевтического центра. Наверное, среди них был и Хасс. Возможно, он и сейчас здесь. Может быть, это профессор Олдингтон? Или Мауэр? Доктор Блэк? Может быть, Борн? Профессор, мистер О'Рейли. Да? Вы хотели заказать?
Прошу вас, мистер Поппельбаум. Джерри, отнесите вещи в номер 214. Прошу вас. Войдите. Доброе утро. Доброе утро. Этот барометр всегда показывает ясно. Редко кто приезжает в Доргейт в такое время. Октябрь и ноябрь. В наших краях мертвый сезон. Вот и хорошо. Тихо. Надеюсь, вы хорошо отдохнете, сэр. Надеюсь. Доброе утро, инспектор. Доброе утро, мистер Дрейтон. Есть новости? Почти никаких. Так. Только один приезжий. Мертвый сезон. Кто? Западный немец. Из провинции. Звонил куда-нибудь? Пока нет. Встречался? Нет. Разумеется, он уже занесен в вашу схему. Мистер Дрейтон, обстоятельства вынуждают меня сотрудничать с вами. К методам вашей работы я отношусь с уважением. Хотя иногда они сомнительны. Ведь я полицейский, мистер Дрейтон. Ну и что? Я был полицейским, когда вас еще, пожалуй, и на свете не было. Ну и отлично. Разве это мешает нам быть друзьями?
Человек, который совершает убийство так же легко, как и ребенок, срывает яблоко с дерева. Извините меня. Ну, успокойся. Не надо оглядываться. Не оглядывайся, тебя же никто не видит. Не надо суетиться, что ты суетишься? Зачем ты торопишься? Подошел. Ну? Слава Богу. Каков окрас, а? Чудо. Замечательный окрас. Морда легковато. Легковато. Вы, кажется, тоже из Даргейта? Да.
Я вас видел вчера вечером в отеле. Садитесь, я вас подвезу. Спасибо. До свидания. Пятнадцатый налево в угол. Просто не знаю, что бы я здесь делал, дорогой герр Поппельбаум, если б не встретил вас. Правда, у меня есть несколько друзей в здешнем фармацевтическом центре. 5-го, в середину. Тоже немцы. Но они так заняты, мы почти не видимся. А я здесь никого не знаю. В угол налево, Шара. Тринадцатый в середину. Ради бога. Простите, Элис. Да. Прошу, бутылку виски. Что с вами, мистер Орелли? Опять вы. Я ведь уже сказал вам, что музыкальные автоматы не имеют никакого отношения к церкви. Ни малейшего. Выслушайте меня, отец Мортимер. Выслушайте меня, и вы поймете, что сюда меня привело не своекорыстие, а забота о благе ближнего. Стремление к добру. Ладно, говорите. Только ближе к делу. Без демагогии, я этого не люблю. И, пожалуйста, не думайте, что вам удастся мне что-нибудь продать. Здесь, в церковном дворе, эти мальчики и девочки, которые только и умеют гонять на своих ужасных мотоциклах, найдут то, что стало сейчас их единственной пищей – джазовые новинки. Они начнут приходить сюда чаще, еще чаще. Скоро двор этот станет их любимым местом, их клубом. Естественное любопытство заставит их порой заглядывать в двери храма. И постепенно вечная красота богослужения, звуки органа, церковные пения начинают проникать в их заблудшие души. И, наконец... Знаете, старина, в этом что-то есть. Я всегда говорил, что в нашем деле надо искать новые формы. Вопрос только в том, кто заплатит за эти так горячо рекламируемые автоматы. Ради общего дела я готов пойти на 30% скидки. Неплохо. А это уже кое-что. А остальное? Мистер Пульвер, наш староста? Нет, мало шансов. Может быть, миссис Гумидж может кое-что пожертвовать церкви. Такая набожная женщина из безупречной семьи. Не даст ни копейки. Послушайте, святой отец, мы же с вами забыли такого прекрасного прихожанина, как профессор Орелли. Понимаете, какой-то странный человек этот Орелли. Конечно, он верит, даже искренне, что нельзя сказать о многих других.
Но вот недавно он сказал мне такое. У каждого свои странности. Но разве это мешает? Мне трудно вам объяснить. Да вы, я боюсь, вы бы все равно не поняли. Я не могу просить деньги у человека, который находится в таком состоянии, как этот О'Рейли. Вы скажете, что это предрассудки, что я слишком сентиментален. Возможно. Но мне кажется, то ли он немножко не в себе, то ли действительно вокруг нас происходят какие-то темные дела. Впрочем, это уже касается тайной исповеди и не имеет никакого отношения к музыкальным автоматам. Вы всегда нарушаете музейные правила? Нет. Вы хранитель музея этого города? Ну, слава богу. А я Ладенников. Вы видели этого человека? Да. В кафе вчера и позавчера. Может быть, пластическая операция? Нет, Хас, выше, суше. И глаза другие. Ничего у вас со мной не получается. У вас удивительная рука. Удивительная. Если бы вы немножко потренировались, мы могли бы собрать здесь прекрасную немецкую команду. Мои друзья-фармацевты. Какие девушки? А у вас там действительно есть друзья? Самые короткие отношения. А что? Ничего, просто так. Прошу. Еще пиво, пожалуйста. Это в нашем вкусе, верно? Вы знаете, что такое слежка? Не пугайтесь. В этом милом городе за каждым иностранцем неделю ходит человек, а то и два. За третьим столиком, слева. Невероятно. Деганс.
Настоящий парень. Товарищ старший лейтенант. Да? Товарищ Муравьев? Говорит дежурный. Новости по вашему делу. Сообщение из Западной Германии. Человек, которым вы интересуетесь, преемник Штейдемана, связной между западно-германской разведкой и ХАС. Ну ладно. Так и быть. Я скажу. Полгода назад в Лиссабоне застрелили одного человека. Кто что, чё тебя не касается. После него остались кое-какие документы. Документы. Бумажки. Подписанные неким доктором Хассом. Не слыхал? Ну ладно. Короче говоря, эти документы находятся у одного человека, не будем говорить у кого, который готов их доктору с удовольствием вернуть. Но сам понимаешь, старина, не бесплатно. Не бесплатно. Пока. Не бесплатно. Пока. Савушкин меня доконает. Неужели он актер Тюза? По-моему, он из цирка. Сколько раз мне казалось, что придется вмешаться. Мне было просто страшно. Очень рискованно работает. Очень. Ну что ж, браво. Пока все идет нормально. Вы просто Качалов. Эдмункин-старший. Ну, полно вам, Константин Тимофеевич, что вы? Тем паче, что результата-то никакого нет. На другой день вечером он приходит и небрежно, знаете, фатовским тоном заявляет, что Хас укатил куда-то на край света, чуть не в Южную Америку. Когда будет, никому не известно. А вы, говорит, если очень торопитесь, можете передать документы через моих друзей.
Еще жалуются, что дорого. А что же вы думали? Видимо, они там с Хасом посоветовались и решили не рисковать. Это один вариант, а другой... Если Хас вас где-нибудь видел и что-то заподозрил. Или даже узнал. Недаром же Грэббен так к вам привязался. Нет, это уж вы поверьте, моя актерская интуиция. Я же чувствую партнера. Грэббену ничего в голову не приходит. Уж будьте уверены. Во всяком случае, обо всем этом Грэббену больше ни слова. А может сказать ему, что у меня есть другой покупатель? Ни в коем случае, не надо суетиться. Работа разведчика, должен вам сказать, требует большого чувства собственного достоинства, терпения. Вот увидите, они сами долго не выдержат. Подождем, пока они сделают следующий ход. А пока спокойно продолжайте пить с Грэббеном пиво. А вы знаете, что такое цирроз печени? Первый раз слышу. Так вот, это очень опасная болезнь, и она бывает при злоупотреблении алкоголем. Мне с этого черного пива просто душу воротит. А вы попробуйте перейти на светлое. Не могу. Сродство душ. Просто сил нет. Солдат, учись свой труп носить, учись не спать в седле. Свой черный кофе кипятить на узком фитиле. Слушайте, я не понимаю, как вы можете смеяться в таком положении. Ведь все летит к черту. С этими собачниками идиотскими, на которые мы ухлопали столько времени, ничего не вышло. На старинную музыку Хас тоже плевать хотел. Могу вас совсем расстроить. С часами тоже ничего не вышло. Антиквар не взял? Нет, первый тур как раз прошел нормально. Приглашение на аукцион. Уникальные старинные часы по дешевке. Отличная миниатюрная передача, гордость нашей фирмы. Ну и что? Ну, антиквар купил. Выставил в витрине. И все на этом закончилось. Ни одного человека в городе это не взволновало. Как вы спокойны. Как вы убийственно спокойны. Ведь время-то идет. Время. Я не сплю. Знаете, я уже давно не сплю. Иногда мне приходит в голову, что все это началось. Я боюсь сойти с ума. Послушайте, у меня есть опыт. Я сапер. Я полвойны занимался этим. А может, взорвать этот центр к чертовой матери и закончить эту историю? Терять мне нечего. Я не Качалов. И не Никин старший. Все-таки, если меня сюда привезли, я должен что-нибудь сделать. Но неужели вам хотя бы не страшно? Я никогда не думал, что у актеров так развито чувство здравого смысла. Вы думаете, что в работе разведчика все можно планировать? Константин Тимофеевич, вы случайно не были в партизанах? Нет, не приходилось. А на каком фронте вы служили? Я при главном штабе служил. Шифровальщиком. Кто там у вас заправлял? Генерал Гальдер, а потом Йодль. Я ведь при немецком штабе служил. Рабочий класс! Ура! А дома в Москве дети одни с женой. Безобразничает, уверяю вас. С праздником, Иван Павлович. С праздником. Товарищ старший лейтенант запаса. Солдат. Учитывая ваши незаурядные заслуги перед советской разведкой,
а также образцовую выдержку и безупречное самообладание, награждаю вас к празднику этими замечательными часами. Тем более, что неблагодарный доктор Рихард Хасс ими все равно пренебрег. Командование благодарит вас за отличную службу и подчеркивает, что часы эти должны находиться при вас постоянно, днем и ночью. В баре, в ванной, в гостиной и так далее. Спасибо. А здорово мы погорели. И с Орели у нас ничего не вышло. А почему? Человек работает в фармцентре, где-то рядом с Хассом, не в ладах с собственной совестью. Нет, Орели упускать нельзя. Послушайте. А может быть, в этом городе вообще нет Хасса? Может быть.